Приветствуем! Сегодня мы хотим вам рассказать, как можно легко и свободно путешествовать по разным странам без знания языков. Но изначально мы хотим сказать, что минуя турфирмы, заказывать самостоятельно в любом случае лучше, выгоднее и интереснее. Лишние деньги за те же самые удовольствия. Изначально что мы делаем и для чего? Мы заходим элементарно в Booking или любую другую поисковую систему, по которому мы можем находить отель. Выбираем отель, соответственно, его оплачиваем. В Booking, что хорошо было для нас, то, что не надо было никакой первоначальный износ большой платить, можно было даже отменить при необходимости. То есть решения принимали в любом случае самостоятельно. Самое главное, нужно было определиться с билетами. Как только мы определились с билетами и взяли билеты, под это мы уже подстраивали, соответственно, отель. Вы самостоятельно берете страховку, идете в любом месте, где вы знаете, это находится в каждом городе. Медицинскую страховку. Да, медицинскую страховку. Это обязательный момент. Это обязательно. Все, и после этого вы начинаете уже думать о том, когда вы прилетаете, что вам нужно делать дальше. То есть заниматься уже трансфером. Есть такая компания GetTrans, где вы можете скачать это приложение, это не реклама, и заранее установить вот как раз диапазон тех цен, которые там есть, для того, чтобы можно было уже изначально знать, сколько вам обойдется этот трансфер. И также выбирать машину, на которой вы будете передвигаться по трансферу. Да, по комфорту. Вы можете взять и комфортную, дорогую, вы можете и среднего класса, без разницы. Ну, у кого на что хватает денег, так скажем. Да, абсолютно. Многие тоже говорят, а как мы даже на трансфере поедем, не зная языка? Это очень легко. Там просто получается так, что даже изначально, когда вы в GetTrans, допустим, заказываете, вы уже указываете место расположения вашего отеля, куда вам ехать. Поэтому этот человек уже знает с этого аэропорта, куда вам ехать. Он просто может сказать вам элементарные там приветствия какие-то, взять ваш багаж, помочь вам загрузить в машину. Да, вы когда прилетаете туда, первое, что вам нужно будет сделать, в любом аэропорту есть такой легкий интернет, он все равно есть, и вы можете легко к нему подключиться, чтобы, по крайней мере, вы могли просто договориться с вашим водителем о том, где вы сейчас находитесь и с каких дверей вы выходите, чтобы можно было вас найти там. Кстати, интернет в аэропорту Дубая, он абсолютно бесплатный и безлимитный. Абсолютно без знания любых языков вы можете легко пройти любой паспортный контроль, потому что многие люди знают, особенно в тех же Эмиратах, что это туристическая страна, и многие туристы приезжают абсолютно не зная ни английского языка, ни арабского, никаких других языков. Поэтому к вам будут относиться абсолютно свободно. Вам будут жестами показывать, что вам нужно будет сделать, вам обязательно помогут в том или ином случае. У нас произошел там небольшой казусный случай, когда для резидентов, а есть для нерезидентов. И мы мы попали как раз в ту часть, где как раз резиденты этой страны хорошо нам сразу показали, что... Но девушка нам по-английски дала понять, вы знаете, как-то это все понимается, может абсолютно быть, все в таких каких-то стрессовых ситуациях ты начинаешь что-то хотя бы даже по жестам понимать, что она донесла, она смогла... не столько стрессовых, не столько стрессовый, но это... Реальные адаптивные ситуации. Вы знаете, это очень интересно, когда вот такие моменты ты проходишь и проживаешь, и ты в любом случае встаешь потом на правильный какой-то путь, так скажем, да, но это все очень интересно, это опять же тот же самый опыт. И хочу сказать еще про другое, что арабы в этом плане, они такие молодцы, они очень лояльно, они очень спокойно относятся ко всем вот этим моментам, нету никакого психа, нету никакой нервозности, они вам покажут жестом, они вам покажут глазами, они донесут до вас то, что вам нужно будет делать. Что на прилете, что на вылете, когда мы улетали. Обычно, когда мы летали в Турцию, отбирают воду, даже соки у детей отбирают. А вот здесь арабы, они умнички. Мы взяли с собой 2 бутылочки по 0,5 воды. Думаем, как обычно, сейчас пройдем, когда будем проходить, уже будут сумки светить, и у нас по-любому жидкость отберут. Хотя бутылки были закрытые с водой. Они даже вообще слова не сказали. Нас пропустили с этой водой, и нам не пришлось потом там у них в duty-free покупать воду задорого. Поэтому арабы в этом плане, и не только в этом плане, они молодцы. Большой респект им и уважение. И мы давно хотели попасть из зимы в лето. Мы проживаем в Казахстане, у нас довольно-таки суровый климат, скажем так.
Зимы холодные, вот, ну и всегда была мечта попасть из зимы в лето. Ну и мы решили воплотить свою мечту в реальность, но как потом оказалось на месте, мы поехали в самый бархатный сезон. В отель заселяетесь в любое время, естественно, вы оплачиваете уже, это время все равно с 12 часов оно в любом случае уже оплачено, даже если вы прилетаете ночью, то есть эти сутки вы в любом случае оплачиваете, поэтому им без разницы абсолютно, во сколько вы прилетите. Мы прилетали ночью. Да, мы прилетали ночью, поэтому Да, заселили быстро. в любом случае заселяется легко и быстро, и абсолютно без всяких проблем, и опять же без знания вообще любых языков. То есть что вы делаете? Вы как только подходите к стойке регистрации, вы элементарно показываете просто сфотографированную на скриншоте, элементарно даже на телефоне, вы можете показать этот скрин. Бронь. Да, ваши брони, все, они вам показывают, сколько это будет по оплате, вы своей карточкой просто оплачиваете в легкую, вам дают человека, который ведет вас в номер, соответственно, помогая вам отнести багаж, и все, и вы вселились уже в тот номер, который вы выбрали. Нет, спокойствие возникает всегда, когда вы открываете двери, вы заходите в номер, все равно вы уже столько времени провели в пути, уже через столько всего прошли, и вот ваш конечный результат, как раз вы добились того, что вы хотели, вы находитесь в номере. Но больших трудностей у нас не возникло вообще вот от начала, например, посадки в самолете. Самолет здесь, в Казахстане, и до места назначения у нас не возникло больших трудностей каких-то, которые мы не смогли преодолеть. Очень часто возникает такая ситуация, когда самолет может опоздать. И если вы на Гетрансе, допустим, или на любом другом трансфере, с которым вы договорились, вы опаздываете, вы имеете в виду, что в любом случае эти люди будут вас ожидать по номеру рейса. Вы можете с ними обговаривать или договариваться по WhatsApp заранее, только единственное, не надо предлагать никаких сумм, компенсации того, что якобы ваш рейс задержался, и считать, что это ваша вина. Нет, это абсолютно для них абсолютно нормально. Бывает, рейсы задерживаются на час, на два и на три, ничего в этом страшного нету. Они владеют информацией, вы с ними переписываетесь они сами дополнительно. смотрят тогда, когда необходимо вас выехать, встретить, поэтому выехать, за это тоже переживать абсолютно нечего. Изначально, когда вы выбираете номер, старайтесь выбирать так, чтобы у вас в любом случае был завтрак в этом номере. Мы выбрали, чтобы у нас был и завтрак, и ужин. Мне кажется, и завтрак, и ужин – это обязательно, потому что только завтрак этого будет вам мало. Это наше мнение. Это наше мнение, потому что многое зависит от того, какую локацию вы выбираете и насколько вы привыкли, допустим, к разнообразию по разным ресторанам. Допустим, если вы вечером планируете точно, что вы будете путешествовать по разным ресторанам, по Дубай-Марины ходить, покушать все разное, то, естественно, может быть, такой необходимости в ужине у вас нет. Но завтрак 100% необходим, потому что вставать утром и идти куда-то специально на завтрак, помимо отеля, смысла в этом нет никакого. А завтраки во всех отелях, и тем более эмиратских, я предполагаю, так же, как и в нашем отеле, он 4-звездочный был, он не сильно такой и супер дорогой, но, по крайней мере, был очень комфортный, и завтрака нам с избытком хватало вообще на Мы все. даже не обедали, нам завтрака хватало очень. Хочу обратить ваше внимание, если вы едете в Эмираты отдыхать, то смысла находиться вам долго в номере нет никакого абсолютно, потому что есть огромное количество разных локаций, куда нужно будет двигаться, быстренько путешествовать, что-то интересное смотреть, вот, даже попробовать куда-то, но все равно номер у вас остается очень минимальный по времени посещения. Номер вам нужен постольку, поскольку вы только там будете спать. Все остальное время мы тоже проводили по экскурсиям, по каким-то красивым местам, поэтому в номер мы приходили поздно-поздно вечером, уходили утром рано. Если вы находитесь в отеле 5 звезд, то, соответственно, все экскурсии, которые будут там находиться, они будут по сумасшедшей высоким ценам. Даже 4 звезды вот у нас. Даже 4 звезды.
В следующем ролике мы обязательно вам расскажем про экскурсии. Да. Это важные моменты. Где и как можно намного дешевле. Вы даже, я не знаю, где вы увидите такие экскурсии. То есть сафари по $25. Это я вам покажу и расскажу, как можно элементарно. В то время как наши же спутники, которые ехали вместе с нами на этом же сафари, в этой же машине, платили за это $80. Представляете, какая разница? Это при том, что они просто жили в другом отеле. Если вам будет удобно, потом посмотрите следующий ролик, в котором мы вам все подробно будем рассказывать уже про экскурсии, где и по какой цене можно более чем адекватно отдохнуть, посмотреть, и что вы будете там видеть, и для чего вы туда поедете, и что именно вам нужно будет одевать, на что будет обратить внимание, что по погоде, что утром, в обед или вечером, когда лучше. Вот. Все это потом будет в следующих роликах. Что касается локации отеля, мы выбирали еще в первую очередь из-за того, что нам нужно было, просто необходимо было нахождение метро рядом. Вы тоже, когда будете искать отель самостоятельно, обязательно обращайте внимание, чтобы метро у вас было в шаговой доступности от отеля. Это очень важный момент. Дело в том, что, находясь в метро, вы можете очень легко добираться до таких более чем важных и известных, допустим, местонахождений, как Бурдж-Халифа, те же фонтаны, Дубай-Марина, то есть Пляж. то, к чему, где вы не будете находиться. Допустим, если вы будете снимать отель возле Бурдж-Халифа, вы сами прекрасно понимаете, какая сумма Это очень дорого. будет Это у очень вас дорогой уже район. в этом районе оплачиваться. Если вы будете в Дубай-Марине, где находятся яхты, самые дорогие, допустим, развлечения там, ну вот даже просто в продуктовом просто магазине, представьте, одно манго стоит 60 дирхам, а в магазине, где мы живем, допустим, в отеле, буквально... где наша локация Да, где наша была. локация. Буквально Магазинчик. просто на углу Ряд. мы заходим туда, и тот же самый манго мы берем за 10 дирхам. Представляете, какая разница? Вот насколько можно просто сумасшедшие суммы видеть в зависимости от той локации, где вы находитесь. Поэтому... Хотя доехать, допустим, на метро от нашего отеля до Дубай-Марины, это занимает всего лишь 2 остановки. Сам факт, что это очень быстро, и опять же, переплачивать вам за такую локацию, как Дубай-Марина, и за вот эти все отели, это очень дорогой сам по себе район престижный, и, естественно, там апартаменты и отели стоят очень дорого. Мы добирались от своего отеля до Дубай-Марины, там буквально 3 остановки, и мы платили за это всего на метро 3 дирхама. Нам обходилось каждому, а поездка туда и обратно 6 дирхамов мы платили. Ну, то есть, если... Ну, это очень мало, это да, копейки это по очень, сравнению это очень мало. с тем, если бы мы жили на Дубай-Марине. Да. И самый важный момент. Вот все рекламируют со всех сторон. Надо жить в Дубай-Марине, останавливаться там, в разных отелях, чтобы находиться там. Нет. Если мы в следующий раз едем в Эмираты, мы никогда там не остановимся. Не остановимся. И вот почему. Дело в том, что как раз именно в Дубай-Марине находится огромное количество людей, которые работают на стройках. И на пляж приходят. Да, Дубай до сих пор еще строится, расстраивается, поэтому не удивляйтесь тому, что вы приедете, будет стоять огромный красивый небоскреб, и рядышком будет идти стройка второго такого же небоскреба. Это очень, в Дубае это очень развито, поэтому Дубай еще строится, строится и строится. А самое главное в этой ситуации, что все те строители, которые там находятся, они идут к вам на пляж. Да, и да. вы, находясь на пляже, приехали в элитный район, пляж Джибер, да, шикарный пляж. У вас такой обзор хороший, красиво, это классно да. все. Персидский залив. Да, все выглядит, все замечательно. И тут у вас 15 человек, только маленькая кучка Нет, с одной это 3 стороны. кучки по 15, как да, минимум. Но просто сам факт того, что это не тот уровень отдыха,
на который вы можете рассчитывать. Когда вы поедете, допустим, мы будем обязательно показывать Да. локации другие по пляжам, типа Кай-Бичи или других, допустим, пляжей, но вы будете знать, что там вы будете, естественно, в одиночестве, потому что там нету строек, и эти Да, люди да. туда не приезжают. Если вас это устраивает, вы абсолютно нормально и адекватно можете легко себя чувствовать при таком количестве народу, но это всегда за. Может быть, кому-то этот тусняк, наоборот, самый кайф, потому что они видят очень много разнообразных Нет, ну людей, да, может и так. ихние, допустим, Поведение, ихнюю культуру, да. потому что Да. там кино за кином, потому что там, когда начинаешь смотреть на других людей, что они там начинают вытворять, ты начинаешь понимать, что ты видишь разницу, допустим, менталитета этих людей и, соответственно, Той страны твоей. или другой страны, Да. людей из этих Да, стран. их поведение. Да. Нет, мы вам просто потом покажем видео, а вы уже сами сделаете соответствующие выводы. Каждому свое, как говорится. Поэтому мы никому не навязываем свою точку зрения. Мы просто делимся с вами нашей полезной информацией, а это уже ваше право принимать ее или не принимать. Ну да, очень многих интересует, наверное, вопрос алкоголя, каким образом и как возможно вообще людям расслабляться, если они к этому чуть больше привыкли. К нам, Все-таки на отдых едут. да. Сразу хотим сказать, что Дубай – страна, где не пьют вообще. Но не все так плохо, не все так печально. Duty Free, когда вы будете уже вылетать в Эмираты, вы можете закупить то необходимое количество алкоголя, которое вам необходимо. Теперь, что касается метро. Там каждая станция метро обозначена цифрами. И даже просто по цифрам вы можете легко ориентироваться в метро. Когда вы первый раз попадаете в метро, вы очень легко можете сориентироваться по той очереди, которую вы увидите. Там будет единая очередь, она будет абсолютно небольшая, там будет такая небольшая будочка, я вам покажу сейчас на этом видео. Стеклянная. Да, когда вы можете подойти к кассе, купить серебристые, Серебряную, золотую. купить серебряную или золотую карту. Золотая карта, вы сами знаете, что и наверняка уже видели по многим видео, что золотая карта это берется для тех, кто хочет в первых вагонах попутешествовать с обзором. Нам такой необходимости не нужно было. Мы брали серебряную, она очень недорога, очень выгодна и очень надолго ее хватает, как заявляют, на 5 лет. Но я Срок так действия, думаю, да, срок действия у срок нее действия 5 на лет, 5 поэтому с избытком. да, в любой момент, когда вы еще раз соберетесь в Дубае, и эта карта будет действовать. Просто вы грузите на нее деньги, вот, и все, и она снова активна. Да, грузить деньги очень легко. Карты. Где вы брали карточку, вы можете там Там же же просто так пополняете. же легко пополнить, абсолютно без знания любого языка, просто показываете ту сумму, которую вы хотите просто внести, и вам это сделают, никто у вас никаких лишних вопросов задавать не будет, вам все покажут, также улыбнутся и покажут даже, куда вам пройти при необходимости. Вагоны в метро имеют тоже свое различие. Перед тем, как заходить в вагон, пока вы ждете поезд, там есть обозначение на полу, и вы сразу ориентируетесь, в какой вагон вам заходить. То есть есть смешанные вагоны, где могут ездить мужчины и женщины, есть вагоны, где ездят только женщины с детьми, там мужчинам нельзя находиться. Вот. И есть вагоны, где по голд-картам, поэтому там везде на полу сразу обозначение, и вы никогда не перепутаете, то есть вы уже в ожидании поезда, вы встаете, уже именно выбираете тот вагон, который вам необходим. То есть в любом случае, если вы даже по ошибке, как у нас был случай с мужем, мы по ошибке зашли, быстро мы торопились и не увидели, не посмотрели на это обозначение, потому что уже бежали. Мы зашли в последний Да, вагон. мы зашли в этот вагон, где находятся именно женщины с детьми, мужчинам там не место.
Ну и нам лояльно, опять-таки, Абсолютно. лояльно сделали замечание, показали, объяснили на английском языке, показали на эту надпись, что мужчинам здесь не место. И все, мы с мужем просто взяли и перешли в соседний вагон. И таких штрафных санкций, какими очень часто пугают в роликах, В роликах, да. что вас там будут штрафовать, что-то вы там будете. Но мы, по крайней мере, сколько мы там у них находились, мы даже визуально нигде не заметили, что были какие-то сильные там Случаи, претензии что или какие-то случаи, от да. кого-то где-то. Перед тем, как ехать, мы боялись, думаем, а как вот это, если это нельзя, вот это нельзя. Ну, ничего, поверьте, еще раз повторяю, в который раз, что Дубай – это страна туристическая, и к туристам там абсолютно относятся лояльно, и ко всем вот этим вот вещам, допустим, забывчивость, сели не в тот вагон, не под своей карте, например, зашли в другой вагон. Поэтому абсолютно просто делают замечания и просят вас переместиться туда, куда вам нужно. И все, ничего, никаких ни штрафов не налагается первоначально. Поэтому даже не переживайте. Но с другой стороны, конечно, вести себя надо культурно в этой стране, да. Все равно какие-то правила, когда мы приезжаем в страну, потому что мы уважаем эту страну и Их должны, культуру, и должны уважать эти правила. Культуру, правила, поэтому правила поведения. Но таких запретов, о которых нам говорили и про которые мы вот тоже смотрели видеоролики, такого нет. Кто любит Пешком. ходить пешком самостоятельно. Мы тоже одни из таких любителей. Мы очень любим такой спортивный образ жизни, который позволяет нам двигаться безостановочно везде, несмотря ни на какие расстояния. Мы можем и по 2, и по 3 часа ходить гулять. Ничего в этом сложного, страшного нету. Но в Дубае мы очень были удивлены тем, что для пешеходов возникают очень большие сложности в переходах. Особенно, что касается переходов больших дорог, типа Заида, который там есть, Шейха, большая дорога. Там перед тем, как, допустим, перейти эту дорогу, нам нужно будет найти обязательно станцию метро. А станция метро от одной до другой занимает минимум 2-3 километра. Поэтому имейте в виду, по-другому вы не перейдете, там ни пешеходных переходов, там ничего такого нет. Там стоит посередине сетка, либо сетки стоят по бокам металлические, то есть вы их не перепрыгнете, не перелезете никак. Вы не сможете перейти такие широкие большие дороги по той простой причине, что движение автомобилей там от 80 до 120 км в час. И, соответственно, там никак не могут быть пешеходные переходы, потому что скорость машин очень большая. Если вы первый раз прилетаете в Дубай и самостоятельно хотите находить некоторые локации и к ним добираться, так как мы это делали, да, так как мы чаще всего это делали, то вам необходим, конечно, навигатор, который будет работать именно в этом городе, в этой стране, и заранее нужно все это подготовить. Вот. Локацию мы можем легко открывать и по Google Maps. Вот, если у вас будет скачано это приложение, вы можете там находиться, добираться туда самостоятельно.